1908 году на Конгрессе историков, археологов, исследователей, ученых и коллекционеров, проходившем в США, выступил Чарльз Клапт, человек, который впоследствии стал известен благодаря своим сенсационным рассказам о находках в Мексике. Однако стоит заметить, что сам Клапт не имел никакого отношения к науке и работал обычным брокером. Почему же он оказался на этой конференции и чем привлек внимание столь уважаемого сообщества? Все началось с его рабочей поездки в Мексику, куда он отправился по служебным делам. Это было обычное командировочное задание, полное встреч с клиентами и обсуждение сделок. Однако на этот раз все изменилось, когда Клапт столкнулся с группой энтузиастов, работающих на знаменитого испанского коллекционера древностей. Эта команда была вовлечена в поиски и обследование пещер в Мексиканских горах, и после одного особенно запоминающегося застолья Клапт, устав от деловой рутины, решил присоединиться к ним и остаться в Мексике на 3 дня дольше. Это решение изменило его жизнь и судьбу многих людей. Во время их пребывания в этих загадочных горных регионах Клапт и его новые знакомые исследовали несколько пещер, хотя в погоне за артефактами им не удалось найти то, что они искали, судьба уготовила им другое открытие. В одной из пещер они столкнулись с поистине захватывающим открытием — массовым захоронением. По словам Клапта, он мог поклясться, что своими глазами видел десятки, а может и сотни 3-метровых скелетов. Эти останки производили потрясающее впечатление даже на опытных исследователей, ведь это были необычные размеры человеческих скелетов. Вместе с костями были найдены крупные орудия труда, такие как топор весом в целых 24 килограмма, предназначенный для работы с плотным деревом или камнем. Кроме того, они обнаружили огромные каменные скребки, весившие от 3 до 4 килограммов, и удивительное 6-метровое копье с древком такой толщины, что его нельзя было удерживать в одиночку. Все это указывало на то, что эти инструменты использовались существами, намного более крупными по размеру, чем современные люди. Когда Чарльз Клапт рассказал об этом чудовищном открытии на Конгрессе, его слова вызвали противоречивую реакцию. Многие ученые отнеслись к его рассказам с скептицизмом, считая их выдумкой или избыточной фантазией брокера без научного образования. Однако некоторые исследователи проявили живой интерес и обратились к нему с просьбой предоставить координаты пещер для дальнейшего изучения. Несмотря на их настойчивые запросы, Клапт отказался делиться точной информацией. Вместо этого он предложил группе отправиться вместе с ним в Мексику, чтобы собственными глазами увидеть это загадочное место. Так, в 1910 году состоялась первая экспедиция, в которую вошло 6 человек, включая самого Чарльза. Генри Вуд, один из членов этой экспедиции, был профессором из Университета археологии. Он был таким же скептичным, как и многие другие ученые. Но вскоре его мнение изменилось. По его словам, Чарльз Клапт действительно не врал, когда рассказывал о крупных захоронениях. Команда исследователей была поражена размерами останков, и это открытие вынудило их задуматься о существовании цивилизации, которая могла предшествовать индейским народам на континенте. Возраст находок мог смело колебаться в десятки тысяч лет. Учитывая, что найденные орудия не имели металлических компонентов и были выполнены в примитивной каменно-деревянной технологии, можно было заключить, что речь не идет о высокоразвитой культуре. Но размер скелетов более 3 метров продолжал шокировать. После завершения экспедиции и возвращения в Соединенные Штаты
Результатами работы группы оказались обширные исследования и статьи о загадочной находке, которые были опубликованы в разных изданиях. Однако власти Мексики, узнав о сенсационном открытии, обрушили запрет на любые дальнейшие исследования и на попытки вывоза останков за пределы страны. Чарльз Клапт потратил всю свою жизнь на тщетные попытки добиться разрешения вывести хотя бы одну кость для научных исследований. Его усилия привели к тому, что он стал настаивать на том, что захоронение не должно оставаться тайным, и его открытия могут предоставить большой вклад в понимание доисторических периодов. Увы, за месяц до своей смерти Клапту не повезло. Он сосредоточился на желании вновь посетить ту пещеру, в которой находились гигантские останки. Однако, как только он попытался проникнуть в пещеру, ему стало известно, что местные власти наглухо закрыли доступ, установив забор вокруг этой загадочной территории. К 1937 году доступ к пещере был закрыт, и у Клапта не осталось возможности лично подтвердить, что захоронение действительно существует и находится в хорошем состоянии. Тем не менее, хотя у Чарльза Клапта так и не получилось осуществить свою мечту, факт открытия остался неоспоримым. Трехметровые гиганты действительно существовали на территории Америки на протяжении десятков тысяч лет, и им на смену пришли индейцы, которые создали свои собственные цивилизации. В этом контексте удивительно, как исследования и мифы, связанные с майя, инками и ацтеками, о борьбе со свирепыми великанами, могут нести в себе больше правды, чем принято считать. Возможно, в этих легендах скрывается память о далеком времени, когда они действительно могли сталкиваться с существами гораздо большими и сильными, чем сами. Клапт бы остался в истории просто как неизвестный брокер, если бы не его захватывающая история о находках. Эти события стали важной страницей в исследовании археологии и антропологии. Человек, не имеющий научного образования, смог стать ключевым звеном для разгадки исторического секрета. Эта история снова стала предметом обсуждения среди ученых и исследователей, которые начали пересматривать свои взгляды на мифы и легенды, питающие наше понимание прошлого. К тому времени, как Клапт вернулся в США, его рассказ о пещерах вытянулся за пределы его самого. Люди начали задумываться о том, насколько путешествия и открытие новых мест могут изменять наш взгляд на историю, а также о том, как много еще скрыто под толщей времени. Эта фасцинирующая история открывает множество вопросов о том, какие древние цивилизации могли существовать на территории Америки до прихода известных индейских народов. Таким образом, находка Клапта стала важным толчком в дальнейшем изучении древних цивилизаций на американском континенте и заставила многих задуматься о том, что мы, возможно, слишком быстро сделаем выводы о нашем прошлом, основываясь только на заметках и фрагментах. Ведь возможные доказательства о существовании гигантов и их культур могут навсегда изменить наше представление о ранней истории человечества. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе еще большего количества интересных фактов и захватывающих историй о забытых страницах человеческой истории. Мы готовим новые исследования и увлекательные сюжеты о великих открытиях, мифах и исследованиях, которые ждут вашего внимания. Делитесь вашими мыслями и комментариями о том, что вы считаете. Возможно, стоит провести больше исследований и открыть новые тайны, скрытые за пределами привычной истории.